Ну что, друзья, за моей спиной Кудрово. Это лучший малый город России. Недавно Минстрой выпустил рейтинг городов по качеству городской среды, и Кудрово оказался на первом месте среди малых городов, население 25-50 тысяч человек. В это сложно поверить, но судя по рейтингу Минстроя, действительно здесь лучшая городская среда в России. Я здесь был 3 года назад, в 2017-м, и я был поражен тем, какой творится здесь кошмар и ужас. Даже можно ничего не объяснять. Можно ничего не говорить. После моего репортажа, кстати, местные жители записали мне там ответочку, все были крайне возмущены, что я клеветал этот потрясающий район. И мне показалось, что, может быть, за 3 года здесь все сильно изменилось. Полевая буря, женщина уходит с ребенком. Пыль пошла. Может быть, за 3 года они переделали улицы, сделали нормальные дворы, навели порядок с парковкой. Хочешь, например, взять и приехать сюда на выходные. Приехать на выходные в Кудрово и погулять по этим прекрасным улочкам. Может быть, этот город преобразился, и действительно теперь этот город-сад, просто о нем я не знаю. Может быть, со всей Европы едут сюда архитекторы и урбанисты, чтобы перенять положительный опыт. И там забор, и тут забор. Вау! Давайте посмотрим, как изменилось Кудрово за 4 года, что меня здесь не было, что здесь стало с городской средой, и действительно ли это лучший малый город России с самым качественным благоустройством. За моей спиной обычный деревенский дом, таких много по всей стране, покосившийся старый забор, все какое-то нищее, разваленное. Это обычная русская деревня, вымирающая деревня, потому что, как это часто бывает, раньше здесь была жизнь. Например, в 50-х годах здесь было более 350 жителей, а уже в 2002 всего несколько десятков. Но эта деревня необычная, потому что этой деревне повезло. И сейчас это вовсе не деревня, это еще и лучший город России, лучший малый город, самый благоустроенный и самый комфортный. Мы с вами в Кудрово. От некогда существовавшей здесь деревни осталось всего несколько улиц с покосившимися домами. И вот уже видно, как на эти оставшиеся дома наступают многоэтажные муравейники, которые скоро их сожрут. А вот еще несколько домов. В этом доме живут, видно, сушатся детские вещи. Здесь еще живут люди. А этот дом уже выселенный. Кудрово – это деревня. Главная спальная деревня России. Официально она относится к Заневскому городскому поселению Ленинградской области. При этом микрорайон находится в пределах кольцевой автодороги, то есть территориально это все еще Петербург. Еще в 1926 году Кудрово не имело постоянного населения. В 1928 здесь был основан колхоз, а на карту Кудрово нанесли только в 1939. На тот момент здесь было всего 17 жилых дворов. В 1958 году в Кудрово жило чуть больше 300 человек, и это было пиком его населенности до недавнего времени. В 2010 году Кудрово была самой настоящей деревней, менее чем с 150 жителей. На центральной улице, которая больше не центральная, до сих пор еще остались деревянные дома. Но затем туда пришли застройщики и начали возводить столь любимые петербуржцами муравейники, не хуже, чем в Парнасе или Мурино. В 2018 году Кудрово получило статус города, а в 2020 его население уже перевалило за 40 тысяч человек. И вот на месте обычных деревянных домиков появляются многоэтажные муравейники. Растут они с каждым годом, их становится все больше. Муравейники и, конечно же, храмы. И здесь вот опять стройплощадка, здесь только закончили сносить старые деревенские дома. А это у нас взрослая поликлиника вот такая строится. Поликлиника и, конечно же, храм. Центральная улица, вот где асфальтированная дорога, там было у нас 57 или 58 домов. На нашей улице 17 домов, и новая улица вот здесь проходит так. Там было 8 домов. Ну, колхозников выселили раньше, на Калантай туда определили, там дом каменный построили, колхозников туда выселили. А наши дома, ну, некоторые расселили, некоторые оставили.
Вот я до сих пор здесь прописан и все. Кудрово расселили. У нас, говорит, оно не числится нигде на балансе. Деревня Кудрово. Я говорю, ну как расселили? Вот мы до сих пор живем, нас не выселили никуда, ничего. Предлагают за участок, но оценивают дом. Ну дома-то у нас старые. Вот, у нас в 50 каком-то году строили. Мы себя теперь называем деревянный Кремль. В советское время здесь был колхоз, здесь что-то выращивали, были обычные пригороды Петербурга. Потом Петербург стал разрастаться, и оказалось, что эта деревня находится даже внутри кольцевой автодороги, то есть фактически это Петербург, но в состав Петербурга ее не включили, несмотря на то, что жители хотели, а дали статус отдельного города. Таких вот городов-паразитов, как я их называю, вокруг Петербурга довольно много. То же самое Мурино и другие районы, которые фактически являются независимыми городами, но не имеют своей инфраструктуры. То есть все вот эти вот города, так называемые, они не могут существовать без материнского тела, без самого Петербурга, потому что здесь нет ничего, по сути, кроме жилья. Это такой спальный район, и всеми благами, всеми сервисами они пользуются уже в Петербурге. То есть Петербург вынужден, я не знаю, решать транспортные проблемы, решать социальные проблемы, потому что этот город, он ничего не дает, он только отнимает, он высасывает из Петербурга соки. Давайте посмотрим, что за гетто-застройщики за 10 лет сделали из маленькой деревни. Пока все кудровское благоустройство — это какие-то бесконечные парковки. Раз, два, три, четыре. Вот здесь вот 4 ряда парковок, жуткая пыль и асфальт. Выглядит это все, конечно, очень стрёмно. Но сейчас мы посмотрим. Я верю, что у меня получится найти здесь комфортную городскую среду. Не зря ведь Минстрой прожирает наши налоги, составляет свои потрясающие рейтинги. Кстати, здесь находится один из самых жутких домов Петербурга. Сейчас вам я его покажу. Выход из подъезда и потрясающий благоустроенный двор. Вот, кстати, интересно, люди из Минстроя, которые составляли этот рейтинг, они сами приезжали в Кудрово? Ну, то есть они понимают, что вот это вот так выглядит двор здесь. Что еще интересно, друзья? В этом районе у меня много хейтеров. И, возможно, даже будет сегодня какая-нибудь не очень приятная встреча. Я надеюсь, обойдется. Но мало ли, потому что я столько всего плохого сказал про этот район и про другие подобные районы, что некоторые жители в комментариях очень меня здесь ждали и не на чашку чая. Обратите внимание, какая здесь пылища. То есть все обочины, они завалены пылью. И, судя по всему, ее здесь даже не убирают. Ну, не видно, чтобы с зимы здесь кто-то этот песок и пыль убрал. Здесь же вот гуляют люди с детьми. Из-за расположения домов здесь так вот сильно дует ветер, прямо очень сильно, несмотря на то, что сейчас погода относительно безветренная. Но вот это вот хаотичное расположение домов, совершенно непродуманное, оно вот и создает такую турбулентность здесь внутри кварталов. Вот этот знаменитый дом. В этом огромном доме сотни квартир. Недавно его выложили на Пикабу, и там пользователи назвали это адом курьера. Здесь каждый подъезд 8, квартиры до 583. Скажите, а у вас же, да, вот самый красивый дом в Кудрово? Да. Да? Я на Пикабу видел, там были фотографии. Сколько квартир здесь? Не знаю. 1000-2, там сколько было? Больше 2000. Больше 2000? Да. И как, живется нормально? Да. Выезжать только пробку. Выезжать пробку. А так двор красивый у вас, да? Да. Вот так сели, смотрите на мусорные баки. Такой хороший вид. Вот удобно, видите, стоит лавочка и вид на парковку. Можно сидеть и смотреть на грязный номер своего соседа автомобильный. Смотрите, вот пылевая буря, женщина уходит с ребенком, чтобы сейчас закрывать срочно ребенка, потому что сейчас вот видите, пыль пошла. Здесь никто не убирает. И вот люди с детьми, видите, раз коляска, два коляска, они вынуждены гулять вот здесь среди этой пылищи и грязи. Ну, здесь вот хорошо видно благоустройство, которое есть. Вот, выходы из подъездов. Все это выходит на бесконечную парковку. Ну и где-то там вот для нормы они сделали маленькие детские площадки.
Ну, конечно, жить и растить детей здесь невозможно нормально. Но вот здесь вот видно весь ужас этого дома. Говорят, в этом доме живет более 10 тысяч человек. То есть население этого дома — это население уже небольшого города. 35 подъездов. Просто гигантский дом. И если вы посмотрите, как он построен, то это просто эталонный пример, когда у вас есть какой-то участок и нужно выжать максимально много бабла с этого. То есть вы берете участок, даете компьютерной программе, чтобы была максимально возможная этажность, дать какие-то блоки, они пониже, только для того, чтобы соблюдались нормы по инсоляции. То есть тут сделано все, чтобы он прошел по нормам, но ничего более. То есть это самое дешевое, это самое убогое жилье. Тысячи людей живет в одном доме. Это просто царь-муравейник. Называется район Новый Окервиль. Это один из главных домов в Кудрово, для того, чтобы вы понимали качество благоустройства и качество городской среды здесь. И вот это вот Минстрой считает лучшим малым городом России. Посмотрите, как выглядит двор. То есть люди выходят из подъездов, и у них нету ничего, кроме парковок. Да? Парковки, парковки, парковки. Больше нет ничего, кроме парковок. Вся свободная земля отдана просто под парковки. Это тоже для того, чтобы все проходило по нормам, потому что нормы обязывают застройщика делать бесконечные паркинги. Да, здесь есть детские площадки. Детские площадки тоже сделаны строго по нормам. Нужно воткнуть детскую площадку, они ее воткнули. Просто самую убогую, самую дешевую детскую площадку. Вот так вот это выглядит. И там видны следующие небоскребы Кудрово, которые строятся, строятся, строятся. Там он вообще, видите, опять там новостройки, то есть строительство везде продолжается. Со всех сторон подступают все новые и новые муравейники. Они лепят вот все новые и новые очереди, и это действительно страшно. Здесь уже 20-й подъезд и 3000-я квартира в 20-м подъезде. Сколько квартир здесь у вас? 3700. 3700. То есть 1010 человек живет, да, у вас? Ну, примерно где-то так. Вы всех знаете, своих соседей? К сожалению, только по площадке. То есть вы понимаете, друзья, 3700 квартир в этом доме. 3700, 10 тысяч человек там живет. Это что-то невероятное. Сюда действительно можно водить туристов и показывать, каким стал Петербург за несколько веков после основания. Вот, кстати, интересно, если бы Петр I жил сейчас и поехал бы в Голландию, что бы он сделал, вернувшись и увидев, как строят в Европе, что бы он сделал с авторами этого чуда? Деньги мои, надежды мои потратил. А на место пчел. Помилуй, государь, батюшка. Трудней мне привез. Помилуй, государь, батюшка. Помилуй. На, держи свою мочалку. И вот мы выходим из одного потрясающего жилого комплекса и попадаем в другой. Очень интересное благоустройство у этого дома. Здесь нет просто ничего. То есть они просто взяли и обнесли гигантский пустырь забором, и все. И больше здесь ничего нет. Вот это мне особенно нравится. Сначала они проектируют широченные дороги, потом пытаются их ограничить, чтобы их прям уж совсем не запарковывали и не заезжали на тротуары. Все очень хорошо видно, насколько бестолково они планируют пространство. Здесь внезапно появляется такая вот дырявая плиточка, через которую, по идее, должен был расти газон. Конечно, здесь никогда расти не будет. Вообще непонятно, что это такое. По ней неудобно ходить. Ну и очень мило, да, вот видите, здесь стоит такая школа общеобразовательная и детская площадка. А детская площадка, они играют в дежурную часть, в ДПС. То есть они хотят, чтобы дети, которые здесь живут, вырастали и становились гаишниками. Почему бы и нет? Бесконечные муравейники. Ты идешь, они не кончают, потому что они стоят вот один за другим. Просто вокруг просто стены 24-этажных этих дешевых муравейников, забитыми людьми. Здесь, кстати, хорошо видно, друзья, насколько гуманной была советская застройка. То есть даже самая дешевая вот эта вот советская застройка, эти хрущевки, которые сейчас там все ненавидят. Вспомните, какие там дворы. Там была, по крайней мере, зелень, там были какие-то там спортивные площадки, еще что-то. Там можно было хоть как-то жить, потому что в этих районах жить вообще невозможно. Здесь нет ничего, кроме паркингов и асфальта, и каких-то убогих там детских городков. Здесь почему-то разметка, что это место для инвалида. И таких вот здесь вот есть у них несколько, при том, что оно загорожено бетонными полусферами, и явно инвалид сюда никогда в жизни не проедет.
Здесь вот очень хорошо видно, что из-за того, что когда все это строили, здесь вообще никто не думал, чтобы людям было удобно. Вот уже после постройки, видите, приходится ставить какие-то полусферы, какие-то вот там защиты, какие-то покрышки с палками, вот всем остальным, чтобы уж совсем все не запарковывалось. Хотя обычно такие вопросы решаются при грамотном проектировании улиц. Ну и особенно хорошо здесь получается работать с заборами. Обратите внимание, да, как мило они огородили этот клочок земли с какой-то грязью, собачьим говном и кустом сирени. Потом они огородили забором спортивную площадку, которая уже огорожена забором. То есть тут забор, забор на забор, забор, забор. И здесь еще такие вот потрясающие скобы. И там забор, и тут забор. Вау, сколько заборов! Вот, но здесь понятно, эти все заборы нужны для того, чтобы никто, не дай бог, не пошел играть на эту спортивную площадку. Вы же понимаете, да, что это спортивная площадка, она должна обязательно за забором, чтобы ее не испортили. Если здесь не будет забора, на эту спортивную площадку сразу придут играть люди, которые живут в этих домах. А они должны страдать, а не играть. Ну и здесь вот центр этого района. Это такая вот площадь, где влюбленная пара прячется под зонтиком. Видимо, здесь скоро будет какой-то фонтан. Обратите внимание, то есть даже нормальный пешеходный переход сделать они здесь не смогли. Ну и вот чтобы местным жителям было не так грустно, видите, им показывают здесь виды Парижа. То есть, наверное, гуляя вот среди этих потрясающих пейзажей, жители Кудрово представляют себя гуляющими по Парижу. Это, конечно, очень здорово, потому что, вот судя по всем этим картинкам, которые им здесь рисуют, им показывают то, как должен выглядеть город. Им показывают какие-то хорошие города, и люди вот рисуют это граффити, потому что, ну, это как-то приятно. Я никогда не видел, чтобы кто-то рисовал как рекламу какого-то хорошего города или как образ хорошего города, например, Кудрово. Говорят, Кудрово хотели сделать неплохим районом. Вроде как здесь должны были быть малоэтажные кварталы, скверы и так далее. Но застройщики, как матерые наркоманы, сорвались и пошли херачить свои любимые 25-этажные башни. Говорили даже, что в Кудрово будет трамвай. Однако в генеральном плане его нет. А скоро не будет и леса, который растет восточнее кольцевой автодороги, потому что на его месте планируют сделать деловой квартал. Еще одним обещанием для новоселов Кудрово был замечательный парк, в котором они должны были гулять, дыша свежим воздухом. Парк действительно построили, правда желание гулять он как-то не вызывает. Сейчас это просто поле, а поскольку полноценным парком оно вряд ли когда-нибудь станет, я бы отдал его историческим реконструкторам и восстановил события, например, Куликовской битвы. Так, и здесь есть потрясающий парк. Потрясающий парк, которым тоже все гордятся. Там на фоне какой-то гигантский пожар. Как и любой потрясающий парк, он, конечно же, затоплен, потому что в потрясающем парке не надо делать дренаж, не надо думать, как будет уходить вода. Зато здесь в этом болоте уже поселились уточки. Мне кажется, это успех, пусть и небольшой, но успех. Скоро сюда можно будет смело приглашать скандинавов, чтобы они смотрели, как на самом деле нужно делать города. А город-то здесь вырос буквально за 15 лет, еще недавно здесь ничего не было. Помните, как показывают этих вот арабов, которые в пустыне сделали Дубай или еще кто-то? Все ерунда. Вот люди под Петербургом из деревни, где жило несколько десятков человек, сделали гигантский современный город. И не просто город, а город, который через 15 лет после своего основания стал самым комфортным городом России. Такой тротуарчик. Здесь какое-то говнище вокруг, да, здесь что-то раскатано машинами. Вот. Ну, здесь такая вот у них центральная детская площадка. Конечно же, КСИЛ, конечно же, самое убогое оборудование, стрёмное. Должно быть хоть что-то не идеально здесь. Грязь, грязь, грязь. Ну, конечно, без грязи сделать не получилось. Вообще удивительно, как они смогли развести там вот болото, учитывая, что здесь, с этой стороны, есть ручей. И то есть сделать здесь, когда у тебя есть рельеф, и когда внизу есть какой-то ручей, сделать нормальный дренаж, чтобы вода вот с этих гигантских вот полян, пустырей быстро отводилась, вообще ничего не стоит. Хотя нет, конечно стоит, нужно подумать. А подумать у них не получилось.
как это часто, к сожалению, бывает. Ну и здесь, конечно же, стоит храм. Приятно, что застройщик, осознавая, что совершил страшное градостроительное преступление, построив все это говно здесь, пытается замаливать грехи и потом строит храм. То есть что-то все-таки в сердце-то у него ёкнуло, понимает, что где-то он не прав. Я не знаю, стоит ли комментировать этот ручей, но здесь, на самом деле, если серьезно, здесь все так же плохо, как и везде. Потому что берег не укреплен, видите, уже почва там вот разрушается, все это, вот это обваливается, превращается в грязь, никакого берега укрепления нету нигде. Это просто грязь и глина, которая сползает, начинается вот эрозия. Почему-то нет вообще доступа к воде, нормально, не продуманно, и люди вот они по какой-то по этой грязюке туда как-то карабкаются к воде, вместо того, чтобы сделать какие-то пирсы, мостики вокруг этого ручья. Можно очень интересно все это обыграть, сделать благоустройство, но не сделали вообще ни хрена. То есть ни хрена не сделано, да, здесь просто какая-то убогая асфальтовая дорожка и все, и здесь нет вообще ничего. Когда смотришь на потенциал, который здесь есть, и понимаешь, как классно можно было бы здесь сделать, а ничего не сделано. И люди, в принципе, всем довольны, потому что они даже на большее они не рассчитывают. Но это, как вы видите, называется парк отдыха Акервиль. Поговорим немножко про историю Кудрово. Первый проект застройки Кудрово был представлен еще в 2007 году компанией SVP Group. По их заказу архитектурное бюро Чобан и Герасимов разработало план застройки территории обособленными кварталами в стиле разных европейских городов. Новый жилой район должен был получить название «7 столиц». Идея активно рекламировалась в СМИ и была воспринята с большим энтузиазмом. Давайте немножечко почитаем рекламные буклеты 14-летней давности. Вот посмотрите картинки, которые показывали тогда, 14 лет назад. Действительно хорошая архитектура, малоэтажная застройка, качественные дорогие отделочные материалы. Действительно можно подумать, что мы находимся где-то в новых районах Лондона, Барселоны, Вены или Берлина. В 2010 году застройщик Settle City начал было что-то строить по уже утвержденному плану, но потом выяснилось, что в итоге он решил делать все по-своему. Уже после этого SVP Group распродал оставшиеся участки земли еще нескольким девелоперам. Они тоже сразу заявили, что никакой общей концепции придерживаться не хотят и будут строить то, что им нравится. А нравилось им, к сожалению, не европейские красивые кварталы, а 25-этажные муравейнички. Вот что изначально предлагало построить архитектурное бюро. Главная идея проекта – создать отдельно расположенную вне черты Санкт-Петербурга полноценную городскую среду на основе использования узнаваемых образов и градостроительных приемов планировок крупнейших европейских городов, таких как Берлин, Рим, Париж, Мадрид, Барселона, Амстердам, Лондон. Предполагается, что район будет вытянут с севера на юг, по основной его оси будут возведены крупные офисные здания, ландшафтный парк, просторная пешеходная зона, необходимые торговые и развлекательные сооружения, и завершится все большой площадью. По сторонам от центрального променада симметрично попарно расположатся жилые микрорайоны, в чертах которых будут угадываться парижские площади Звезды, центральность улиц Рима, квадратные замкнутые кварталы Барселоны, сеть каналов наподобие каналов Амстердама. Прямо читаешь этот рекламный буклет и хочется достать деньги и сказать: я хочу купить эту квартиру, возьмите уже мои деньги. Замечательный проект. Но, как вы уже понимаете, ничего не вышло. Кое-как построили только начало, Вену и Лондон. Это, видимо, и должно напомнить Европу. По меркам всего остального района это действительно лучшая часть, хотя любой европеец схватился бы за голову и убежал скорее в сторону границы. Первые дома, которые здесь построили, не многоэтажные, да, хотя качество архитектуры довольно посредственное, дешевые материалы, цветные фасады, не то, чем можно гордиться. Ну, хотя бы сделали здесь неплохой бульварчик. Все очень масштабное, нету пустырей, территория используется по назначению. Среди первых домов действительно приятно гулять. К сожалению, хорошего в этих районах мало, сделано они некачественно, во дворах нет хороших детских площадок и нормального благоустройства, вместо этого там парковки. Благоустройство уже начинает разваливаться, проблему с парковками тоже не решили. Ну, на всякий случай просто хочу показать, как выглядят новые районы, например, Вены. Просто сравните, например, как работают с цветом фасадов в Австрии и посмотрите, как это делают в Петербурге. Единственное приятное место вокруг этих домов — это парк, который, правда, сделала Мега.
Сам парк и детская площадка, которую построила Мега, они достойны, но опять же в этот парк и в эту детскую площадку вложился крупный торговый центр, чтобы заманивать к себе покупателей и заработать какие-то очки себе для имиджа. Вся история с Кудрово, она показывает, чего стоят обещания застройщиков. К сожалению, люди, когда покупают квартиру, они не думают, что будет завтра. Они готовы верить любым обещаниям, даже учитывая тот факт, что застройщики всегда врут, что обещания не сбываются, что сроки срываются, что по факту дома выглядят не так, как на картинках, что обещанного хорошего благоустройства, детских площадок и всего остального нету, что проблемы с транспортом могут потом не решаться годами. И люди все равно верят этим обещаниям, они не думают и несут свои деньги. Вот на этом и держится все вот это вот строительство. Люди, которые покупают квартиры в таких районах, они становятся соучастниками преступления, потому что Кудрово — это градостроительное преступление. Ну, вот здесь вот типичное отношение к городской среде, например, что невозможно представить в Финляндии, которая находится в нескольких там сотнях километров отсюда. Вот здесь идет какая-то стройка или стройка была, да, вот, ну, рабочие уехали, и просто около жилых домов, вон там вот детский садик, а здесь просто оставлен строительный мусор. Торчит арматура, кирпичи, какое-то стекло, грязь, вот все это валяется, и никому до этого нету дела. Вот совершенно невозможно себе представить такую картину где-нибудь в Скандинавии, где думают о людях и где есть хоть какая-то культура строительства. А здесь, в Кудрово, в лучшем городе России, да пожалуйста, будет срач, будет арматура, будет весь этот строительный мусор вместе с бутылками и прочим говном валяться. Потому что мы живем в лучшем городе России. Действительно, какая-то разобранная машина, которая здесь стоит, опять же, уже хрен знает сколько, и никто ее не убирает. Это прямо вот у детского сада находится, вот, битое стекло, будет где детям поиграть. Но с другой стороны, конечно же, поскольку у детей нет нормальных детских площадок, остается играть на строительном мусоре и с разбитыми машинами. Вспомним наше детство, как мы прыгали по стройкам, так и современные дети, ничего другого им здесь не предложили. Здесь можно посмотреть, какая в Кудрово среда, насколько она комфортна. И сразу задать себе вопрос, хотелось бы вам в этом прекрасном городе жить. До горизонта просто бесконечные какие-то дома, один другого ужасней. Здесь мы, конечно, вот видим один из минусов такой вот микрорайонной застройки, когда каждый дом — это вот некая такая вот отдельная скульптура-муравейник, в которой живут тысячи людей, и она не предполагает каких-то комфортных и удобных улиц. Дома стоят на огромном расстоянии друг между другом, и это расстояние нужно как-то занимать. Сделать здесь нормальное благоустройство невозможно, никто не будет за это платить. Здесь нельзя высадить деревья, здесь нельзя за ними ухаживать, ведь здесь нету просто ничего, кроме грязи. Ходить по этим улицам тоже нет никакого удовольствия. Хотели бы вот погулять по такому городу вечерком. Люди едут гулять в центр Петербурга, потому что там хоть есть на что посмотреть, там архитектура красивая, там можно идти вдоль интересных фасадов, витрины, кафешки, еще что-то. Что мы видим в Кудрово? В Кудрово мы видим просто бесконечные какие-то либо глухие грязные стены, либо какие-то вот технические помещения выходят, как здесь. Все это исписано, все засрано. И ходить здесь совершенно, конечно, неприятно. У нас почему-то люди думают, да, что район обустраивается, что сейчас здесь все плохо, но пройдет время, и район обустроится, и все будет хорошо и замечательно. Нет, друзья, конечно, хорошо и замечательно здесь никогда не будет. Я смотрю, я был здесь в 2017 году, вот спустя 4 года я сюда приехал, и я вижу, как район деградирует буквально на глазах. Вот девушка гуляет со своим ребенком среди пыли, грязи и парковок. А что сделать на свободном месте? Вот при подобных планировочных решениях, да, видите, здесь образовалась такая вот площадь. А поскольку у нас город, наверное, здесь должна какая-то была образоваться городская площадь. Может быть, фасады домов бы ее окружали с какими-то милыми магазинчиками, уличными кафешками. Здесь была брусчатка, в центре был бы фонтан. Здесь веселились бы дети, играли. Это было бы, наверное, одно из самых приятных мест в этом Кудрово, но нет. Здесь просто грязь, грязь, грязь и парковка. Посмотрите, насколько широкая здесь улица. Здесь фасад, и вон другие фасады, между ними, ну, так на глаз, чуть ли не 100 метров.
Что делать? Что делать, да? Получается какая-то широченная дорога. Непонятно, зачем нужна здесь такая просто широченная магистраль, по которой гоняют машины. Здесь просто широченный такой вот асфальтовый тротуар, на котором вообще ничего нету. Между дорогой и тротуаром просто пустыри, это просто грязь. Здесь не высажены ни кусты, ничего другого не сделано. Ну и понятно, что между домом и этим огромным пустырям тоже просто трава, и ничего нет и никогда не будет. По идее, это все можно было как-то облагородить, сделать здесь лавочки, сделать много зелени, какую-то зеленую аллею, кучу деревьев, всего остального. И это рисуют иногда на рекламных буклетах. Но, как вы понимаете, наша жизнь немножечко отличается от рекламных буклетов, и за все кто-то должен платить. Люди, покупающие здесь за 3 копейки квартиры, а здесь самое дешевое жилье, они, конечно же, не будут платить ни за какое благоустройство. Застройщик, тоже это бизнес, и странно ждать от застройщика каких-то благотворительных акций, чтобы он в каком-то районе, не знаю, начал покупать дорогущие деревья, сажать цветы и делать какое-то классное модное благоустройство. Никто, конечно, делать это не будет. Поэтому в подобных районах вся территория, все эти дороги, тротуары, они всегда будут приходить в негодность, они всегда будут грязные, они всегда будут вот такие вот неопрятные. И чудо здесь не случится. И с каждым годом, вы должны это понимать, будет становиться все хуже и хуже. Ну, здесь вот продолжаются эти бесконечные заборчики. Вот она, городская среда. Входы в подъезды, конечно, невозможно сюда вот. Посмотрите, как в этот подъезд заходить. Я уже даже не говорю про коляску, да, тут нужно вот карабкаться. Как у любого муравейника, построенного в чистом поле без нормального плана развития, у Кудрова появились очевидные проблемы. Первая из них – это транспорт. Сейчас город просто утопает в пробках, потому что почти все его население утром едет в Петербург, а вечером возвращается обратно. Решить проблему собираются к 2025 году, когда здесь должно открыться метро. После этого ад наступит для жителей всего остального юго-востока Питера, потому что все перенаселенное гетто Кудрова ринется под землю. Еще власти Ленобласти думают построить большой ТПУ возле Меги с автовокзалом и перехватывающими парковками у станции метро. Если этот план будет реализован, в метро Кудрова будут спускаться не только жители района, но и десятки тысяч приезжих из других городов и поселков. Что будет твориться на станциях и в вагонах, можно только гадать. Сейчас же у жителей Кудрова есть только 3 варианта выезда в Петербург. Причем в 2 случаях из 3 надо преодолеть железнодорожный переезд, который, понятно, только усиливает пробки. Еще один вариант – выезд на Мурманское шоссе с проспекта Строителей. Но сейчас дорога пролегает через территорию гипермаркета Мега Дыбенко, которая не предназначена для большого трафика. Поэтому пробки возникают даже у гипермаркета. Решить проблему хотят за счет новой развязки строительства, которая обойдется в 1,5 миллиарда рублей. Сроки постройки те же, что и у метро, 2025 год. То есть еще минимум 4 года жители Кудрова будут проводить время в пробках. А понимая, как часто переносятся и откладываются сроки открытия станций метро и новых развязок, жителям Кудрова стоит только посочувствовать. Понятно, что пробки не возникают просто так. Все дело в маятниковой миграции, на которую обречены районы без инфраструктуры. Как и многие подобные жилые массивы, Кудрово представляет собой скопление бетонных мешков, в которых люди только спят. А работать, развлекаться, учиться они вынуждены ездить в Петербург. По данным за декабрь 2020 года, на Кудрово вместе с другим моим любимым районом Мурино приходилось 10 тысяч официальных безработных. Это треть всех безработных в Ленинградской области. Причина проста. Работать в Кудрово просто негде. Либо ты проводишь полдня в пробках по пути в Петербург и обратно, либо становишься безработным и сидишь дома. Кроме рабочих мест не хватает и школ. В 2019 году на все Кудрово приходилось всего 2 работающие школы. Местные жители даже писали петиции с просьбой построить новые школы. Стояли в очереди, Да? очень долго, да. А сколько? Самое интересное, у меня ребенок ходит в садик. Вот наш дом. Раз садик, 2 садик, 3 садик. Вот здесь, да? Ну вот 3 садика. Я не знаю, меньше 5 минут. Ребенок ходит в садик вот туда на Столичную. То есть 20 минут. Школы, я слышал, здесь есть по 11 первых классов даже. 15. 15 первых классов? Да, вот у меня сейчас старший ребенок собирается в нашу школу. Там 15 первых... классов. Вы шутите? Да. Нет, А сколько в серьезно. каждом классе детей? 30. И вы считаете это хорошо?
Нет, конечно, нехорошо, но других пока вариантов никаких нет. Частично решить проблему школы детских садов должен так называемый учебный квартал, состоящий из одной школы и 2 детских садов. Но его открытие в лучшем случае планируется на осень 2021 года. Наконец, еще одна большая проблема Кудрово – это ужасное качество строительства, которое свойственно таким скоростроящимся районам на окраинах. Все здесь сделано из самых дешевых материалов и смотрится максимально убого. Как мы вообще дожили до подобной примитивной архитектуры? Ведь люди, которые строят это и покупают, они же гуляли по Петербургу. Они же наслаждались красотой города, фасадами дворцов, шикарными парками и скверами. Как после этого могло родиться Кудрово? Микрорайонная застройка случайна. Нет никакого внятного плана. Дома стоят так, чтобы можно было по нормам инсоляции сделать их максимально высокими. То, что внизу образуется куча пустырей, никого вообще не волнует. Все улицы преимущественно голые, несмотря на их огромную ширину, деревья почти нигде не посадили. Все благоустройство сделано просто для галочки, чтобы можно было сдать проект, подписать акт, быстренько продать квартиры и уехать осваивать новые территории. И при всем сказанном жители Кудрово очень меня ругали, когда я впервые рассказал про их гетто 4 года назад. В этот раз я решил сам спросить у кудровчан, чем же им нравится их малый город. Кудрово лучший город. Признали. Минстрой признал, что здесь самый комфортный, самый благоустроенный город. Ну, возможно. Но пробки постоянно, если честно. Не могу просто Давай. пройти. Это двор. Тут невозможно парковаться частенько. Меня не устраивает плохой выезд, пробки, вот, грязище вот это тоже. Живется здесь, в общем-то, неплохо, Так. если не учитывать то, что происходит на дорогах. Неужели есть что-то Ну, плохое в Кудрово? Ну, про пробки, я думаю, что Пробки? слышали все по всей России, мне кажется, Как мы известны. Дома-то вам нравятся, красивые? Поставить машину некуда. Некуда поставить машину? Да, представляете. Вот в этом доме живем хорошо. Все хорошо, Если в пробке не ездить час пик на машине, да? Вы специально выбрали Кудрово? ну, этот микрорайон мы выбрали. Почему? Потому что здесь можно пешком дойти до метро. А, и пробки. И первая жалоба у вас пробки. Ну, мы не ездим в час пик на машине, понятно. поэтому нормально. Подожди, какой лучший город России? Быстро. Кудрово. Ты согласен? Да. Люди согласны с рейтингом. Может быть, Минстрой был прав. Может быть, это я просто зря наезжаю на этот потрясающий район. Вы счастливый житель самого благоустроенного города России. С самой комфортной городской средой. Супер. Ну, в принципе, я согласна, тут очень Я комфортно. тоже согласен, здесь У нас очень вот там комфортно. вот аллея, фонтан, очень круто. А есть хоть что-то плохое в Кудрово? Вы как Ну, местный? пробки, выезд затруднен очень, да. А зачем вы езжаете, если это лучший город России? Ну, наработку как А я работаю на дому, поэтому мне очень Тебе нравится здесь жить, да? Да. Что самое крутое, за что Кудрово дали титул лучшего города России? Ну, во-первых, здесь 2 зала. Мне это 2 очень спортзала, так. нравится. Что еще мне нравится? Ну, мне нравится много мест, где можно что-то купить. Здесь еще какое-то кафе есть. А, еще кафе есть. Слушай, Ну, класс. с котами. Кафе с котами? Да, какое-то кафе вон там вот есть у Так, нас. ничего себе. Еще вот, ну, я живу просто прямо напротив Меги, где Ага. парк. И там очень красивый вид, там очень классная гирлянда. Мгм. Но я не знаю, я просто недавно в Мурино была, там вообще какая-то жопа. То есть Кудрово лучше, чем Мурино? Кудрово лучше, чем Мурино, 100%. Ну, потому что здесь метро нет. Мгм. Ну, по-моему, То, что нет метро, это хорошо. да. Все, я понял. Чтобы никто сюда не приехал, в этот лучший Да. город. Ну, я не знаю, мне кажется, просто если будет метро, то будет очень много народу, здесь много Мгм. автобусов, прям Мгм. какой-то, ну, еще хуже, короче, будет с транспортом. Мгм. То есть с транспортом здесь плохо, но если как бы ты никуда не ездишь, как То я хорошо. особо, то здесь классно, да. Мигрантов очень много. Тут грязно. То есть это не лучший город России? Нет. Ничего себе, я зря приехал. Ну, это как Ленополис же, Кудрово. Ну да, это город, это отдельный город, да. Да. Ну, конченый. То есть здесь уже в 11 вечера весь тротуар стоит в машинах. Ничего себе. Да. А еще там есть школа, где 11 первых классов. Да. У меня там мама работает. Прям 11 первых классов? Да. И по 40 детей в каждом? Да. Если так выглядит лучший малый город России, то мне даже страшно подумать, что творится в худшем.
Это просто мертворожденный район, который лучше всего было бы разобрать, пока не поздно. Если вы вдруг планируете в подобном районе купить квартиру и рассматриваете это как выгодную инвестицию, то я вас разочарую. Лет через 15 ваша квартира превратится в тыкву, а лет через 30 эти и подобные районы-паразиты будут сносить, как сегодня сносят пятиэтажки. Все это в ближайшем будущем превратится в опасные криминальные районы, где будут жить малоимущие, мигранты, люди, которым больше некуда поехать. Лучший малый город России лучше бы снести.